Возьми глубокий вдох, у тебя все получится. 1, 2, 3, 4, 5, 6. О боже, она здесь. 1, 2, 3, 4. О да, она здесь. Дай свой телефон, я сфотографирую. Добро пожаловать в мир. Малышка, ты молодец. Она красивая. Привет и добро пожаловать на мой канал. Сегодня я хочу поделиться двумя историями родов. Почему я это делаю? Ну что ж, когда я была беременна, я смотрела очень много историй на YouTube на русском и английском языках. Кажется, я пересмотрела все возможные истории, и это очень помогло мне. И как я люблю говорить, знание – сила. Сейчас я переношу вас в 2020 год пандемии. На 39-й неделе обычно госпиталь предлагает искусственную стимуляцию. Конечно же, я отказалась, потому что я за натуральные роды, и поэтому я всячески пыталась вызвать схватки натурально. Ходила, танцевала, прыгала. Однажды мы просыпаемся, и мой муж собирался идти на работу, и я ему говорю: «Эй, подожди, мы должны с тобой станцевать, сделать мама-челлендж, а то я могу родить в любую секунду». Утром мы станцевали, затем целый день я гуляла на улице с Поршей. Мы гуляли по лестнице вниз, вверх, я делала много приседаний. У меня был маленький страх, что если я пропущу схватки и сразу же начну рожать. Но, как оказалось, ты никогда не пропустишь эти ощущения. Около 11 вечера я почувствовала свою первую схватку, и тогда я поняла: все, это начало. Потом приблизительно через 30 минут я почувствовала следующую и следующую. В 3 утра я проснулась и говорю мужу: «Ой, я чувствую очередную схватку». В 3:15 другая пришла, и в общем у меня были схватки каждые 15 минут. Я пыталась выспаться, чтобы набраться сил на следующий день, чтобы рожать, толкать и все такое. Я спала, но когда находила волна, я явно могла ее чувствовать, и я просыпалась, но в промежутках я могла поспать. Затем они наступали каждые 10 минут. В общем, взял целый день, чтобы пришло время отправиться в больницу. В 4 вечера мы прибыли в госпиталь, это когда схватки были каждые 5 минут. Я взяла сумку с собой, где у меня были аромамасла, свечки, шахматы. Почему-то я думала, что у меня будет время играть в шахматы между схватками. Что еще? Я взяла сборник музыки, и когда мы прибыли в роддом, я начала слушать эту музыку. Это смешно, потому что эта музыка меня бесила. Я была на той стадии, когда во мне было 2 личности. На 50 секунд во время схватки я превращалась в монстра. Все меня раздражало, и я говорила своему мужу: «Пожалуйста, выключи эту музыку». И в следующий момент я чувствую себя замечательно, освобожденной. Напоминай мне to relax, потому что I'm getting super tense. Хорошо. Носом дыши, пожалуйста. Остановилась? Ой. Да. Останавливается. Должен уже сойти. После 4 мы потихоньку направились в отделение. Мы прошли через процесс бумаг, и это было очень быстро. Позже они проверили меня, и было расширение 6 сантиметров, что очень хорошо. Потом мы направились в комнату родов, и я запросила акушер, потому что они поддерживают натуральные роды. Тем временем мои схватки увеличивались. В комнате я не могла лечь на кровать, и я стояла практически все время.
Мои ноги были опухшими, я еле стояла, и иногда я садилась, и мой муж придерживал мои ноги. Я не могла стоять, и я не могла сидеть, потому что у меня была боль. Основная боль находилась в нижней спине, и мой муж нажимал и массировал абсолютно каждую схватку. Это очень-очень помогало. Без него, я уверена, я бы не смогла родить естественным путем. Еще у нас был план, если вдруг я запорошу обезболивающее, пожалуйста, скажи мне нет. Плюс я уже была так близка, и он меня поддерживал. Он мне напоминал дышать, и он постоянно говорил: ты почти там, ты почти там. Он говорил: ты можешь, у тебя все получится. Он был большая поддержка. Да, это очень важно иметь рядом кого-то, кто будет вас поддерживать, кто сможет вас выдержать, потому что я уверена, иногда женщины могут разозлиться, накричать или сказать какие-то вещи. Поэтому возьмите с собой кого-нибудь, кто будет там за вас, кто будет поддерживать. В общем, в один момент мы стоим с мужем, перекачиваемся со стороны в сторону, и у меня отошли воды. Пришли доктора, меня уложили на кровать, и раскрытие было 9 сантиметров. Тут мои схватки увеличились. Честно говоря, это было больновато. Затем пришла акушерка, энергия в комнате поменялась, люди ходят туда-сюда. И, возможно, я что-то сказала акушерке, и она говорит: окей, начинай толкать. И мне кажется, что я давила целую бесконечность. Ну, конечно же, это имеет значение, так как у меня было раскрытие 9 сантиметров, и мне нужен был еще один. И она мне разрешила, и я думаю, это не совсем правильный путь. Кажется, я толкала 2 часа. В моем плане родов, то есть в предпочтениях родов, у меня было желание, чтобы приглушили свет, было меньше людей в комнате. Но, честно говоря, в тот момент меня ничего не волновало. Находилось столько много людей. Мне казалось, что сбежался весь этаж, чтобы посмотреть, как я рожаю. Они мне дали что-то вроде простыни, и я тянула на себя, и 2 человек тянулись в противоположную сторону на себя. Сначала я пыталась родить в позиции стола, то есть упираясь на коленки и ладони. Затем я развернулась, и в итоге я родила на спине. Около моей акушерки находился интерн, который помогал ей. И в один момент он схватил ребенка за голову рукой и начал вытягивать. Мой муж увидел это, и он сразу же сказал: пожалуйста, перестань это делать, отпусти. Потому что у малышки голова мягкая, и его пальцы просто впивались в голову. Я рада, что мой муж был там. Я чувствовала себя очень защищенной, потому что он за всем наблюдал. Он также считал потуги. В общем, он сыграл огромную роль. В 11 с чем-то малышка родилась, и они сразу же положили ее мне на грудь. И это был самый счастливый момент моей жизни. Несмотря на то, что я уже плохо все помню, я была настолько уставшей, я ее увидела и подумала, насколько же она красивая. И все, я была полностью сфокусирована на ней. Мой муж счастлив, люди счастливы. Сначала мы ждали, чтобы плацента вышла, затем они наложили несколько швов. Мне помогли приложить ее к груди, к правой, затем к левой. И только через 3 часа они ее взяли для того, чтобы взвешивать рост, вес и все такое. Ну что ж, на этом все. Вот так я и родила. Я счастлива, и я считаю, что это были позитивными, естественными родами. В общем, весь процесс от первой схватки взял 24 часа. Вторые роды были намного быстрее, которые вы увидите в следующем видео.